бомблю вообще все, всех и... Посмотри, просто там все в крови, знаешь, в кровище, там синяки, он упал, встал. Я тебе хочу сказать, что я изысканная леди, я не понимаю, что ей нравится. Я уже на таком заряде, я думал, мне кофе вообще не понадобится. Я его выиграла задолго до того, как я туда приехала и, вообще вышла на свой первый бой. Упоминал несколько раз, что тебя в UFC звали. Каждый мужик твоих габаритов хотел до меня докопаться, побить. Я люблю хейт. Такое будут только писать, чмошники, давай по-честному. А топ-3 девушек? Ты же, наверное, следишь за соперницами. У них там рекорд 15-11, им плевать. Понимаешь как? Говори, Динар, я слушаю. Она выступает в крупнейшем азиатском промоушене One Championship и даже имела приглашение в UFC. В Invicta. Ага. МСМК, то есть мастер спорта международного класса по смешанным единоборствам, КМС по боксу, панкратиону, рукопашному бою. Участница таких... Как? По рукопашке я вообще-то... Мастер. Финалист. Да. Короче... Нормально. Нормально. Я знал, что где-то будет, потому что я столько выписал. Участница таких телевизионных шоу, как «Русский ниндзя», «Титаны», «Гладиаторы». Также покорительница коротких видео, тиктоков, шортсов, рилсов, своим настроением, обворожительностью и таким жестким зарядом, который я сейчас хочу вам тоже передать. Это Земфира Алиева. Привет. Привет. Я уже на таком заряде, я думал, мне кофе вообще не понадобится. Вы сейчас сами это почувствуете. Давай начнем с моего стандартного вопроса. Рост, вес свой скажи. Рост 159, вес сейчас? Я не стала на язык. Или вилку. Наверное, где-то 61, 60, 61, вот так вот. Выступаешь 56? 56 700, да. Угу. 125. А выше когда-нибудь выступала? Отбор на чемпионат России по ММА, он у нас проходил у меня в городе, в Новосибирске. Там у нас было 4 человека, всех в одну весовую засунули. Я помню, что первый бой я весила 56 вообще с копейками. Даже нет, 55 с копейками. Следом был человек, девочка 56 с чем-то, потом 58, а потом 62, по-моему. И вот нас всех в одну весовую засунули. Вот так вот. А вообще нет. Угу. Расскажи про детство, где оно проходило, как ты именно в спорт пошла? Я родилась в Тольятти, угу. Раньше Куйбышевская область, сейчас, да, Самарская область. Где-то лет до 3, наверное, мы были там, Баку, Азербайджан, а потом папа переехал в Новосибирск. Выросла я в Новосибирске, училась в школе, в институт закончила, все это было в Новосибирске. Спортом тоже начала заниматься в Новосибирске. Вообще с детства я в спорте, где-то лет с 11, с 12, знаешь, вот эти все школьные секции, волейбол, баскетбол, знаешь, просто на баскетбол, что там еще было, футбол, вот все вот это, карате, кстати, у меня было в возрасте 12 лет, я вот это все перепробовала, знаешь, искала себя, мне, там, вроде как спорт, да, мне нравится, это моя движуха, моя тема, мне интересно, вот это дух соперничества, бла-бла-бла, но что-то не то, не те виды спорта. Карате что-то отдаленно близкое, но мы там не деремся, и мне не нравится. Понял? При том, что я просто с детства постоянно везде где драка, по-любому Алиева, там где-то дерется, понял? И в 17 лет мы с девчонками, я не знаю как... Ты же помнишь, в нашем детстве, мы с тобой плюс-минус одного возраста... Плюс-минус, там лет 5, разница 6. Тогда нет, у тебя уже был... Ты помладше. У тебя уже, наверное, был... Я с такой провинции, супер такой. Да? Да. Тогда, помнишь, у нас не было... Мой первый телефон Siemens A35, знаешь, такой с антенкой, и то мне уже было лет, наверное, 15-16. То есть 9 класс где-то? Где-то, да. Угу. И... То есть, как сейчас, зайти в интернет, в Дубль ГИС, посмотреть, где есть секции бокса, невозможно. Их, в принципе, не было. Если 2 ГИС не был так развит, то есть, они секции бокса по подвалам, и их не найдешь. Ты можешь найти какую-то секцию бокса, если только к тебе пришли в школу представители, прорекламировали, дали листовки. Что происходило довольно-таки нечасто. А вот как у тебя было? С карате, с секциями разными? ЛДС Сибирь у нас есть. Я знала, что в ЛДС Сибирь какие-то секции есть. Я даже не помню, прикинь, как я туда попала. Правда, не помню. И все, 17 лет, я не знаю, как мы с девочками нашли по какой-то листовке или как секцию бокса, толпой туда пошли заниматься, записались, тогда помню, к моему первому тренеру Олег Павлович Бондаренко. Который жесткий.
который жесткий, ну, они все время уже были жесткие, тоже жесткий. И все, и мы начали заниматься, у нас там, образно говоря, было 9 девочек, там 2 мальчика. В итоге спустя полгода там 9 мальчиков и 1 я девочка остаемся. Ну, понял как. Все девчонки посливались, я осталась. И тренер сразу как-то, я не знаю, потенциал он заметил во мне или что, или желание вот это дикое, знаешь. Он потому что спустя 10 лет мне признался, что, говорит, ты когда, говорит, ко мне пришла, просто лишний вес, говорит, толстая, таз большой, неповоротливый, говорит, просто я думаю, какой спорт? Ну, какой спорт? У тебя не говорил он этого? Не говорил, прикинь, он взялся за меня, он начал со мной тренироваться, начал прям, просто он со мной индивидуально работал, он столько в меня вложил, я прям искренне ему благодарна. Та база ударки, которая у меня сейчас есть, это все он, это все его заслуга максимально. Он прям трудился со мной. Прям тренировался, воспитательные были какие-то беседы. Видишь, он вкладывал в меня очень много и в спорте, и духовно, и ментально. Спасибо ему большое, Олег Павлович. Спасибо большое вам. Да, респект. Да. И все, и как-то так вот так вот и получилось. А вот было 9 девушек. 2 парня. Ну, я образно. Ну, примерно, да. Просто пришли толпа девочек нас, и там несколько парней тренируются, я вот как помню. А потом, по итогу, все девчонки так посливались. Сестра моя, кстати, со мной начинала заниматься. Девчонкам как-то, да, так не понравилось, да. И в итоге остаюсь одна я. И куча пацанов. Я еще тренировалась на базе Института водного транспорта. Ну, то есть студенты, да, каждый раз вот этот поток новых ребят. И все, и девчонки ушли, а там новые пацаны пришли, и все, и в какой-то момент я одна девочка в группе осталась. А вот как так случилось, что вы же примерно подруги, там, из одной компании возраста, они ушли, а ты хотела, вот ты говоришь, у тебя большое желание было, аж тренер заметил, ты осталась еще и, ну, то есть одна из своего пола с пацанами тренироваться, вот как, откуда это желание было? Слушай, я очень любила драться. Я до сих пор очень люблю драться, да. Я хлебом не корми, дай подраться, все, я уже там... Я, в принципе, ну, обожаю драться. Топ-2 твои драки в детстве? Показательные такие. Слушай, их было так много, что я не выделю топ-2. Одна из, когда мы ненормальные поехали... Вообще, знаешь, раньше были школа на школу, район на район, движники вот эти. Ладно, а как девушка там участвовала? Вообще легко. Ты чё? Вообще с кайфом. Ты чё, вот ты говоришь, знаешь, а я знаю, но у меня никогда девушек не было там рядом. А давай так, а я не выглядела как девочка. Ты не видел мои фотки юности? Вот это не посмотрел. А вот зря. У меня была прическа, как у тебя. Я ходила, отвечаю, я ходила в трениках, ну понял, кроссы, треники. Фотку ставим вот сюда. Я тебе ее не дам. Я найду вот сюда фотку. Ты ее не найдешь, я все поскрывал. Ты ее не сможешь найти. Подожди, то есть, вот условно, там 20 парней, они такие, мы забились против школы. Слушай, там и девчонки были. И ты где-то на 8-м месте такая, так, и Алиеву возьмем. Тоже вот так было. Да это не так, я не знаю, как это происходило, слушай. Вот объясни, я не представляю, наверное, многие зрители тоже не представляют. Вот это как типа... это было? Да, ну, школа на школу. Ну, все же знают, что, например, какая-то там ситуация будет, какая-то возня будет. Все туда собрали, туда не только девочки, не только пацаны шли, туда и девчонки шли. Я тебе хочу сказать, что в моем детстве девочки были отбитые на всю голову, понимаешь? Мне кажется, хлестались хуже пацанов. У меня вот одноклассница была Алена Телеш. Ее просто взять, она так хреначилась, понимаешь? То есть, это моя сестра тоже. Ты видел, как она выглядит? Женственная. Ну, женственно, да. Она тоже в детстве, мне кажется, ну, такая была. Короче, это все желание с детства. Такие Я вообще в классе коррекции училась. Знаешь, всех двоечников с плохим поведением в один класс. Вот это был мой класс. А как туда попала? Поведение. Мне кажется, поведение. Училась я хорошо. Поведение. То есть можно назвать это как... Если училась ты хорошо, ты просто это как-то мешала. У нас просто туда отправляли людей, которые, ну, неусидчивые. Давай, честно, я 2 года не появлялась на уроке русского языка и литературы. Просто я захожу в класс... хотела. Да какой? Я захожу в класс, мне... Людмила... Не помню, как зовут, Пухова. Я даже... Короче, она мне говорит, что, Алиева, опять будешь себя плохо вести? Я же честно говорю, ну да. Она говорит, все, пошла вон.
Ты мне не нужна. И мы сидели, я помню, сидела с девочкой за одной партой, это вот прям сошлись. Я хулиганье, и она такая, знаешь, очень-очень отличница. Ага. Мы сидели вместе, я не знаю, почему, как так случилось, и мы с ней сидим, и она говорит, слушай, я, говорит, тоже хочу, Ира Дорохина, я, говорит, тоже хочу, чтобы, ну, меня выгнали в столовую, хочу с тобой, типа, погнали. Я говорю, повторяй за мной. В итоге меня выгоняют, а ее к заурю. Вас вместе посадили, чтобы она, типа, тебя исправляла, а тут она тебе говорит. Слушай, я не знаю, как мы вместе вообще сели. Нас не посадили вместе, мы сами вместе сели. Я не знаю, как так случилось, но вот как-то так случилось. И мы с ней очень дружны были, вот на уроках, из урока в урок. Я вот захожу, я уже знаю, где я буду сидеть. Ну, понял? И она говорит, я тоже хочу, чтобы меня выгнали. И в итоге я тебе говорю, повторяй за мной. И меня выгоняет, меня просто выгоняет. А ее к директору или к завучу, я не помню, с родителями. Она говорит, почему, говорит, так? Почему, говорит, тебя просто выгнали? Какой класс? Ну вот, 10-11. 10-11? Да, нормально. Уже. Топ-2 драки в детстве. Я не вспомню. Ну вот одна с девчонками, кстати. Мы собрались толпой и поехали куда-то на какой-то вообще левый район. Прикинь, на их район драться. Это Новосибирский был? Да, это все было Новосибирск. Вот один, да, такое месиво было. А вторая, какая из них топ? Слушай, это было 20 лет назад, я уже не помню. Я помню, что я постоянно дралась. Постоянно. Ну, короче, вот этот характер, вот эта вот неусидчивость какая-то, и еще плюс бокс превратила тебя в чемпионку, по сути. Мне кажется, труд превратил меня в чемпионку. Слушай, я так... Ну, характер, несомненно, 100% характер. Тут без этого никак. И труд, дисциплина, ну, работа моего тренера. Ушли, а ты все-таки осталась. Желание. 100% желание. Дикое желание. Вот ты знаешь, когда ты одержим этой идеей. Мне... вот я всем говорю про то, как я выиграла чемпионат России по ММА. Я была настолько одержима этой мечтой. Я засыпала и просыпалась с вот этими мыслями, что вот я с этим флагом, с поясом, мне это снилось, мне кажется. И вот когда ты, ну, в хорошем смысле вот так вот одержим, 100% это случится. Ты как бы сравнивал еще бокс с супертехникой, и когда ты перешла в смешанные единоборства, ты говорил, ну, драться-то я умею, типа, а вот база все-таки у тебя бокс, там, не борьба. Вот какие самые сложные у тебя моменты были именно вот за эти 10 лет чемпионства с тренером именно своим, что ты вот стала там, большой ударницей? Большой ударницей? Слушай, я до сих пор не считаю себя великой ударницей, большой такой. Я считаю, что мне еще развиваться, правда. Я считаю, что я так где-то, знаешь, такое себе. В плане развития ударки я тренировалась, прикинь, по 2-3 раза в день, каждый день на протяжении долго. Знаешь, когда мне часто говорят, ой, мне там времени не хватает, там родители, там на работу пошел, поэтому не могу тренироваться. Я тебе хочу сказать, что когда я училась в институте, просто прикинь, да, я каждый день с там, 8... С ГУПС, Сибирский государственный университет путей сообщения, инженер. Жестко. Прикинь. Ну да. Училась... разное все такое. Вообще капец. Автомобильное хозяйство. Я училась в институте до обеда, да, там до 3. Потом я ехала на работу. Прикинь, работала. А потом я ехала в зал тренироваться. И то я считала, что я мало тренируюсь. По утрам я иногда, систематически иногда, там 3 раза в неделю вставала, делала зарядку, обязательно какую-нибудь пробежку, понял? Мне тренер это как сказал, что ты хочешь результата, нужно работать в 2 раза больше. И прикинь, и у меня вот так было на протяжении 5 лет. Ну вот пока я в институте учусь, я же на очке учусь, да, каждый день. Как после этого не может быть результата? Да, конечно, он будет. И при том, что ты еще и горишь. Ты горишь, и ты хочешь, ты к чему-то стремишься 100%. Это вот как к России, вернемся к чемпионату России. Я всем говорю, что я его выиграла задолго до того, как я туда приехала и, вообще вышла на свой первый бой. Задолго до, еще в тренировочном процессе. Я приехала просто уже забрать свое. Просто сделать дело и забрать то, что уже принадлежало мне. Понимаешь, настолько сильно я это хотела. Жестко. 100%. Как ты попала в ММА Series? В ММА Series моя любимая лига. Просто она у меня в сердце.
навсегда. Я обожаю эту лигу, потому что она действительно дала мне большой шаг в мир ММА. И вот сейчас я дерусь, да, там, One Championship, я считаю, что это все, ну, благодаря, спасибо большое Федору Рожову. Он мне прям дал хороший старт. Как я туда попала? Через менеджера. Менеджер как-то. У тебя так. уже был менеджер? Или ты написала туда сама? Не-не-не, это через менеджера. Просто на тот момент, когда меня никакие лиги не брали, вот 2019-2020 год, да, женская ММА в какой-то момент резко стрельнула у нас. В то время как будто бы женщины были неинтересны. Да что, говорит, я на чемпионате НСО дерусь, там, ну, отбора на Россию, я дерусь, и отношения, знаешь, какое? Ой, девчонки пришли, что они тут Это покажут? у кого? Прикинь, все вокруг. Типа судьи даже, да? Все вокруг, прикинь. И я такая после бокса думаю, это что такое? Что за отношения? Почему они так относятся? В смысле, и что мы, девочки, мы работаем там в 2, 3, 10 раз больше, чем мы с пацанами в парах стоим. А ты, например, работаешь с весом, да, какое-то задание делаешь, да, специальное, там, 20 килограмм, и я работаю с этим же весом. Ну, а типа, чувак весит там на 20 килограмм будет. А чувак, во-первых, чувак, пацан, да, не будем забывать, пацаны всегда сильнее. Кто бы что ни говорил, я считаю, что пацаны физически сильнее. Вот меня возьмем и пацана моего веса, да он будет сильнее. Потому что у него природный тестостерон, как минимум, да, мышечные, да все по-другому, пацаны сильнее. Допустим, да, этот момент. Плюс еще вес. Пацаны-то тяжелее, в основном, 57. Много ты видел пацанов 57 килограмм? 62. Они в основном идут там от 65. И прикинь, я работаю с весом там 20 килограмм, и пацан, как ты, работаешь с 20-килограммовым весом. Ну, кому из нас тяжелее? Ну, тебе Согласись. 3 точно, да. Ну, представь. И я прихожу такая, драться, и они такие, ой, блядь, девчонки, пришли, что они там покажут? И у меня такое, типа, что? Как? Как-то, а почему? Я прям тренер говорю, тренер, а почему они так ко мне относятся, ну, к нам относятся? Он такой, не обращай внимания, забей. И... То есть ты была на зарождении и как будто бы, да. каких-то преград к тому, как люди стали лучше относиться к женским боям. Потом как-то, видимо, в моменте с интернетом, вот со всей вот этой ситуация в женском ММА улучшилась. И вот когда стучались мы во все лиги, там хотели там подраться, тут подраться, все отказывали. И вот только Федор Рожов, спасибо ему огромное, респект ему за это прям огромнейший. Он первый, кто начал 8 марта в женский день проводить карты, где одни женщины в поединках. Это круто, это действительно круто. Он начал делать какие-то интересные там бои с участием девчонок. Это тоже действительно круто. Он, в принципе, говорит, да, конечно, погнали. Большое уважение ему в этом плане. Я считаю, что он молодец. Ну да, и ничего плохого про эту промоушен не слышал, кстати. Я вот сейчас недавно видела, что он ввел формат 2 на 2. Он вообще, в принципе, красавчик. Я смотрю и думаю, какой красавчик. Я прям восхищаюсь. Он молодец. Там у тебя было 3 боя, да? 3 боя. Ага. И как ты вышла оттуда, как ты потом перешла? Я слышал, вот, точнее, ты упоминал несколько раз, что тебя в UFC звали, но что-то не получилось. В Invictus, да. Знаешь, какая разница Invicta и... Invicta — это путь UFC. Ага. Женский путь. То есть ты через Invicta попадаешь дальше в UFC, если там пройдешь определенное количество боев, выиграешь, все, тебя подписывают в UFC. Ну, женское такое UFC, путь в UFC. Вот так вот. Это да. Дочернее, я не знаю, как дитя UFC. Начало как будто, да? Да, типа начало. Но типа тебя туда не дали визу. Отборный UFC, давай так. Да, я находилась в Екатеринбурге, мне мой менеджер говорит, вот смотри, ты понравилась, от тебя без ума, а она там Шеннон Кнеп такая, это кто, тащите ее сюда, все, с визой не поможем, потому что у вас такая ситуация, но везите контракт, вот ваш на столе, приезжайте. Мне менеджер, так сказали? Да, типа вот ваш контракт, все. Мне мой менеджер говорит, давай, погнали, лети, делай визу. Я лечу через Стамбул в Сербию, это прям помню было январь 13 или 7 февраля, что-то такое. Какого года? Предыдущий год. Ага. Буквально год назад. И я лечу делать визу, мне отказывают, прикинь. Просто весь мир мой рухнул. Представляешь? Блин, ну... Опять. Почему? За что? Ну, прикинь, мы еще когда с менеджером не делал, вот уже другой менеджер по визам, говорит, так все отлично сходится, просто, говорит, вот, тебе нашел дату на ближайшую сразу, все отлично, билеты я нахожу, все идеально. Думаю, неужто все отлично будет сейчас? Ага, хрен, просто отказ, я расстроилась, там 3 дня, 3 ночи страдала, не ела, не пила. Я бы тоже страдал, да. Очень, ну, прикинь, в шаге от мечты, просто вот так тебя.
А ты была бы первая, ну, вообще из СНГ, кто туда попал из женщин? Нет. Ирка Алексеева у нас вот дерется Ага. в UFC. У нее, кстати, 21 числа бой. А у нее какая весовая? 61 она гоняет. Ага. Не сильно разбираюсь вообще в боях, конечно. Ирка Но- Алексеева, она уже 2 боя провела в UFC. Сейчас Ага. 3-й. Я с ней, кстати, полечу. А, ты будешь болеть за нее? Я в секундант, угловой. Ух ты, круто. А ты знаешь, что она со мной на бои летает? Она мой угловой. Вы как, ну, подруги такие по, Мгм. как сказать, Боевые братья товарищи. по... Ну, слушай, я очень ее люблю, я очень ей благодарна. Она, да, помогает мне в подготовке очень сильно в боях. Вот, мне она нужна в боях. Какая у очень тебя сильно. вообще команда в... Вообще, расскажи свой Моя стандартный команда день. Ирка Алексеева. Отвечаю. Только она. А, все, и твой спарринг-партнер, и там партнер по тем направлениям. Мы каждый раз по-разному готовимся. Слушай, вот эти последние бои в УАН мы готовились с Ирой Алексеевой. Мгм. В первый раз отлично мы подготовились в Екатеринбурге, все было вообще шикарно. Вторая подготовка была чуть такая, знаешь, поломанная, где-то... Короче, были сложности в подготовке. Началась она подготовка в Екатеринбурге, потом продолжилась в Барнауле. Посреди подготовки мне пришлось туда уехать. И спарринг-партнеры... Да там по факту-то кто нужен? Ну, я вот думал, и как мне рассказывали бойцы, Мгм. то, что вот есть тренер по, Да, допустим, должно быть. боксу, это правильно. есть тренер по грэпплингу, есть там в грэпплинге тоже отдельно такие боевые искусства, такие. А как у тебя происходит? Смотри, в первую подготовку все было отлично. Мы готовились с Иркой Алексеевой, ну, я готовилась под ее присмотром на базе ратиборца Мгм. в Екатеринбурге. То есть Ага. там были тренер по борьбе, тренер по тайскому боксу, Физуха. физуху мы делали, да. То есть она мне говорит, сегодня у тебя вот то-то, и я иду в группу к тренеру по борьбе. Сегодня у тебя там ударка, я иду к тренеру по тайскому боксу. Там сегодня у тебя функциональное развитие, и я иду там туда-то делать вот это. А вот крайняя подготовка была такая себе. Там не было вот этих всех моментов, потому что мы уехали, началась подготовка нормально, а потом мы уехали в Барнаул, где просто мы с Ирой остаемся вдвоем, и уже групп нету. Мгм. Есть какие-то, короче, вот так вот. Как тебе Было. последний бой? Отвали. Я люблю тебя, не надо. Не, ну на самом деле, ладно, Ты еще прости, говорил, пожалуйста. что плохо, ну, то Последний. есть всегда никогда боишься и тяжело тебе проигрывать. Да, если честно сказать, ну ты знаешь, да, уже результат последнего. Ты посмотрел его вообще? Нет, Ты не посмотрел его? не посмотрел. Посмотри. Посмотрю. Ты чё, знаешь, какой это был бой? Просто так... Я проиграла, ты знаешь. Я просто ее избивала 2 раунда. И чтоб ты понимал, я ее видела после боя. Я уже все ухожу из гостиницы, съезжаю, и мы возле лифта встречаемся. И она, оказывается, жила на моем этаже, я не знала. Мы перед боями проходили медкомиссию в клинике в Бангкоке. Мгм. Я помню эту папку. И она выходит из лифта в гигантских очках, в таких, знаешь, с этой папкой в руках, видит меня и такая «hello». Я ей Мгм. говорю «hi». Я вижу, что вот эту всю картину, я говорю «you okay?» Она поднимает такая очки и такая «I'm not okay». И у нее просто лицо, как у алкаша, которого пчелы покусали, понял? Она вся в гематомах, у нее глаз не видно. И она мне говорит, я не в порядке. И говорит мне, на английском, говорит, ты, типа, просто потрясающий ударник, и я больше никогда не хочу с тобой драться. А чтобы ты понимал, я только с клетки вышла, пишу своему менеджеру, я хочу реванш. Ага. Короче, мы с ней дрались там 2 раунда, все отлично. Я ее избивала только так, прям где-то в моменте она чуть не упала, мне кажется, и я попадаюсь на этот вонючий треугольник. Мгм. Понял? Ну, я вот раньше всегда говорила, что я вот боюсь попасть, есть такая хрень, типа, случай. Не фартануло, знаешь? Вот именно он и произошел. Понял? Я бы попала просто на этот вонючий треугольник. В какой момент я за 10 секунд до конца 2-го раунда. Вообще неприятно. Так бестолково проиграть просто. При том, что ты сильнее, ты быстрее. Ты доминировала до этого. Ты ведешь. И просто так бестолково проиграть. Мне кажется, она сама встала и охренела, что она победила. Понимаешь этот бой? Мне кажется, она сама встала и не поверила, как ей фартнул за 10 секунд до конца раунда. Там за 8. Я просто думаю...
Я до сих пор, если честно, переживаю это поражение. Я до сих пор не отошла. Я, знаешь, там сижу, там что-нибудь мне попадается, какой-нибудь рилс с боями, я такая... Лишь бы больше не смотреть и не думать. До сих пор я не пережила, до сих пор мне тяжело. А ты не становишься после поражений злее, наоборот? Лучше подготовка, лучше? Это мое первое поражение, поэтому я тебе пока не могу никак комментировать. Может, в боксе было? Я тебе хочу сказать, что поражение в любителях такая херня по сравнению с поражением в профессионалах. Потому что в любителях, ты же знаешь, что каждый год соревнования. Россия каждый год, это каждый год. Ты можешь реабилитироваться, там никто не смотрит на рекорд. А здесь уже вот эта единичка вонючая будет со мной до конца жизни. Я никуда от нее не уйду. Все, мой шардок открываешь, и там вот эта единичка, понимаешь? И она и никто, вот ты даже не посмотрел бой, ты не знаешь, при каких обстоятельствах я проиграла. А ты уже открываешь, и ты видишь, что проиграла кому-то. Ну, понимаешь как? Ну, это ты так думаешь. А если эта единичка будет при там 15-1 или даже 22, все равно это уже другое. Или, например, ты сама говорила, в других странах к этим там проигрышам вообще по-другому относятся. Проще. Бразилы. Вообще просто. У них там рекорд 15-11, им плевать. Ну, да, у нас ментал другой, давай честно, у наших людей. У нас, знаешь, как... Осуждение больше за типа проиграл, фу, позор, ну вот эта фигня. Нет, на самом деле, на осуждение плевать, мне, наверное, больше внутри для себя было, ну, как тебе объяснить-то? Ну как так я могла так бестолково проиграть? Ну понял, в какой момент что-то пошло не так? Я прям сидела и думала, ну как такое случилось? Ну нет, я понимаю, как такое случилось, но один фиг. Ну неприятненько. Я вот если где-то какие-то соревнования, ну если не жестко, если вообще проигрываю, я как-то себя наказываю. То есть вот этим я не буду наслаждаться, вот это я не буду делать. У тебя сейчас, ну ты как говоришь, первое твое, это самое, получается, твое больное поражение. Это мое первое поражение. Ну и самое больное, получается. Да. Вот, мне кажется, ты что-то такое для себя откроешь, чтобы это не было. И будешь у тебя там один, пофиг, 10-1, 15-31, это уже другое, мне кажется. Ну слушай, я много думала. Я же после улетела страдать на Пхукет, потому что билеты я уже купила заранее. Я же думала, что я выиграю, понимаешь? И я сидела очень много размышляла, думала, почему так. И сделала выводы какие-то, да, для себя. Много для себя поняла, очень много. Чтобы в дальнейшем не совершить таких ошибок. Тут, видишь, я же тебе рассказывала, вот повторю, я в параллель снимала, во-первых, на подготовку было очень мало времени. Всего месяц я взяла на подготовку. Я посчитала, что мне этого будет достаточно. До этого я снималась в проекте. И я почему-то так решила, что я могу и там стрельнуть, и тут стрельнуть, и что везде все у меня получится. А как мы все знаем, да, за двумя зайчиками погонишься, и... Твоя любимая фраза. Это твои сейчас слова. Так и случилось, понимаешь? Так и получилось, в принципе. Ни там, ни тут. Ну, этого и следовало ожидать. Нужно просто акцентироваться на чем-то одном. Вот ты идешь к своей цели, все, не отвлекайся, иди к ней. Поставил цель, иди, не отвлекайся ни на что левое. Вот что для тебя в приоритете, то ставишь выше всего и идешь к этому. А когда начинаешь распыляться, вот как видел, у Ирки есть, не распыляйся. Верно же, Брюс? Да. Ты не видел вот эту хуйню? Нет, я настолько мало вообще в пространстве боев, но вот ты говоришь, не распыляйся. Я понял, кто это такая теперь. А, ты видел у нее? Или как ты понял? Да, она... Я тебе покажу. Это типа татуировка у нее. Да, татуировка. Ну вот, я про нее. Да. И, короче, насчет проигрышей. Я считаю, что... Говоришь проигрыши, мне грустно становится. Ну, так и есть. Мы же проигрываем, это нормально. Говори, Динар, я слушаю. Человек проигрывает, чтобы потом получить те мысли, которые его потом сделают лучше. Если он выигрывает, этих мыслей не бывает просто. Вот, несомненно, ты прав на 100%. И правильно говорят, что выигрыш-то он нас ничему не учит, ты знаешь? Просто никакой опыт нам не дает, никакого развития нам не дает в плане ментального. Проигрыш нас учит, воспитывает, что-то нам дает в жизни намного больше, чем я это понимаю. Я это глубоко в душе внутри понимаю. И ты знаешь, как вообще я чемпионат России выиграла? У меня до этого год были поражения.
Я проигрывала все, что можно. Везде. Ну, в любителях. Мгм. Просто все, что можно было проиграть, и нельзя было я проиграла. Понял? И это как-то было, типа, ну, опять проиграла. Ну, такое. Я думаю, почему это вообще? Ну, понял как? И тут в моменте я понимаю, для чего это. Чтобы я просто сменила чуть-чуть род деятельности, ушла. Потому что если бы... вот я проигрывала, а финальным стало, когда я на чемпионате России за выход в призы, я сделала все, что... Вот прям отвечаю, я дралась как лев. Я сделала все, что могла. Там я была и готова ментально, и физически, и технически. Но я проигрываю этот бой. Мгм. И я такая сажусь, а меня легко было найти. Я сижу где-то в углу вот так вот с полотенцем на голове. И я в очередной раз сижу, такая думаю, да что надо было сделать вообще, чтобы победить? И ко мне подходит Наталья Шадрина, тоже боксер, она вот в сборной, состоит в сборной, и она говорит, Зем, говорит, не переживай, говорит, я правда видела, что ты сделала все, что могла сделать. Я такая психую на нее, говорю, да что мне надо было сделать, чтобы победить? Я говорю, я больше не буду, выступать. Говорю, нахрен, типа, мне это все надо. Все, у меня была пауза. Мгм. Я не выступала, и думаю, да нафиг мне это надо. Но я продолжала тренироваться. И в какой-то момент, вот если бы не вот это поражение, я бы так и дальше бы что-то там по боксу выступала бы. Но вот это поражение как будто бы заставило меня уйти в ММА. Прикинь? Мгм. Я ухожу в ММА и просто... Прикинь? Другая жизнь. Бомблю вообще все, всех, и посмотри. А так бы дальше по боксу что-то там тыркалось бы. И я понимаю, что то поражение мне было очень сильно нужно, а на тот момент было очень сильно обидно. Я думаю, да как вообще такое может быть? Сейчас я пока... Ты же знаешь, мы в моменте не понимаем. Сейчас я не понимаю, нахрена мне это поражение было нужно. Я не хотела его, я его не планировала, но... Возможно, чуть позже я пойму, возможно, чуть позже что-то и изменится в моей жизни, но пока вот так. 100%. Пока я страдаю. Это нормально. Выпьем. Короче, вот тебя позвали в эту UFC. Инвикта. Ну, в общем, в дорогу в UFC. Да, Будем называть путь конгломерат. ну, UFC, давай. UFC. Вот как происходит это приглашение? Или какой надо быть? Не просто же шикарный боец. То есть у тебя уже какая-то медийка. Вот что, из-за чего, как ты думаешь, тебя позвали? Ты знаешь, почему мне понравился One Championship? Вот, почему? Потому это что тоже. ТикТок. Ты Мгм. видел мой ТикТок? А у них же ТикТок. Это Они вообще видят отдельный. мой ТикТок. Типа, вау, yes, конечно. Ну, понял А у как? тебя много там не русскоговорящих? Ну, типа, какой процент англоязычного? Нет? Надо посмотреть статистику, я правда не знаю. Мне кажется, Вот это русских, конечно, интересно. больше. Ну, русских больше. Ну, типа, Запретил меня включать телефон, я посмотрела. у тебя еще 2 телефона. Да. Что так мало? Ага. Третий дома. Я сейчас не шучу. Мне сестра просто в Бангкоке подарила последний iPhone. Он дома лежит. Я его активировал, но он без симки лежит дома. Надо тут А ты перестановку знаешь, что сделать. их можно продавать, например, не носить, например, с собой. Слишком много информации, Динар. Я не могу его просто так взять от него. У меня прям они копятся. А, здесь Знаю, что, знаю. ТикТок, здесь Инстаграм. Я понял. Ладно, Здесь доступ к картам, здесь у меня ТикТок, там у меня тоже что-то будет потом, понимаешь? Ну, ТикТок. Ну. Вот, ТикТоком понравился. Как я понравилась Шеннон, ей скинули мои соцсети, конечно же. Она Мгм. их посмотрела, она говорит, ты много видел бойцов, давай не будем говорить про топы, у которых там по несколько миллионов подписчиков. А вообще, вот в начале пути много ты видел подписанных в UFC, у которых инста вообще капец раскачан, и ТикТок раскачан? Я нет. Нет. Вот и я нет. Ну да, ты уникальна в этом. Поэтому То есть то, я что ты плюс говоришь, медийка, ты не и- любишь, что тебя называют блогером. Да я не блогер. Да, ты не любишь. Но люди же видят большое количество подписчиков. Сразу вопрос, как? Да, я блогером, да, стала после того, как вообще в спорте чего-то добилась. Это Это не я было знаю, моим, да. понял? Это как само собой, как прилагающееся к тому, что вот я начала развиваться в спорте. Я просто начала выкладывать свою жизнь. Мгм. Понял? Я блогер, это кто прям сидит, думает над контентом, понял, у него там стратегия есть, развитие страницы, бла-бла-бла, вот эта вся фигня. Каждый день там ездит на коллабы, записывает видосы. Знаешь, как я ненавижу коллаборации? Просто меня куда-то вытащить невозможно. Серьезно, мне пишут, и я такая, да-да-да, и все, и меня нет. Как-то, вот так. Мне просто нужен человек, который будет рядышком со мной ходить, меня снимать, и на этом достаточно. И это Мгм. будет набирать. Ну, так и есть, по сути, да. То есть Мне фартануло в этом. ты ничего не планировала, ты не следила за развитием, он просто как раз и 3 миллиона. Я не ставила себе задачу развивать так соцсети. Залетел один видос.
Я смотрю, думаю, залетел второй видос. И давай, ладно, честно, я, наверное, привру, что я скажу, что я ничего не делала. Конечно, я что-то для этого делала. Я стабильно каждый день выкладывала по 2 видоса. Вот ты пробовал на протяжении года, например, каждый день, так, 365 умножим на 2. Секундочку. 730. 730, да. Попробуй в год выложить 730 видосов. У меня столько нет. Вот именно, идей. Понимаешь? Да. И это тоже, несомненно, как труд. Вот про чем мы говорим, как мой тренер говорил, терпение и труд, все перетрут. Все работа. Вот все, что ты видишь, это какая-то проделанная работа. Это мое время личное, понимаешь? Я каждый день тратила время на то, чтобы что-то, укоротить, ладно, видосик из того, что мне записали. Не монтировать, а укоротить. Наложить музыку. Но у меня это проще происходило, но сейчас все блогеры такие... Чё укоротить она, тратить время на укоротить. Не, там записали 30 секунд, мне же надо выбрать отрезок 15. в 7 секунд. Согласен, это тяжело. Очень тяжело. Наложить музыку, там, если что-то надо, залить. Самое сложное — это залить. Понимаешь, каждый день ты должен утром и вечером заливать видосы. Все это работа. Тоже, я считаю. Я думаю, у тебя, ты такая, как персонаж. Люди любят на тебя смотреть. Ты такая, делишься много позитивным зарядом. И это как-то попадает в то, что это еще и ТикТок. Мне кажется, из-за этого. Вот так все у тебя вот так совместилось, баланс такой. И много-много-много просмотров. Потому что я, тоже с кайфом смотрю. Весело, да? Да. Я залип, просто жизнь свою смотрю, потом думаю, что я делаю, просто жизнь смотрю человека. Да потому что ха-ха ловлю, просто такой, знаешь, легкий контент, без смысловой нагрузки, просто смешной. А ты длинные никогда видосы не делала? Вот, с Сашей Савичевой. Подкасты. Интервью. Нет, там у тебя немало, там 3 минимум. Слушай, какие-то видосы я и делала, вот как и то смонтировала его не я, да? Саня скинула, мы выложили, залетел. Но вот такие моменты, какие-то такие видосы. Вот ты сделаешь, будет еще видос. Я надеюсь, да. А если ты смонтируешь, сделаешь, будет еще видос. Больно смеяться, у меня винты. Мне теперь железная челюсть я тебе показывала. Винты? Винты, да. Здесь. А это винты называется? Винты, да. Ага. И я ржу, и мне больно. Еще раз, тема про как брекеты вообще влияют, она... Ты ужасный человек. Нет, просто скажи, да или нет. Что, да или нет? Насколько это... Да нормально, если сварить капу, просто специально. Есть она жестче, например? Слушай, а ты знаешь, что она к деснам крепится? Как капа. Она же от десны до десны идет, она зуб-то по сути не касается. И что, тебя ударили? Все нормально. Вот единственное, что я сейчас винты поставила, я не знаю, как они же прям внизу. Пока больно, сейчас посмотрим. Ага. Такс. То есть ты, кроме боевых искусств, пробовала заниматься где-то как-то много чего, и у тебя просто легло сначала, но карате — это не то, чем ты прям с жаром занималась. Карате — это... Там же есть 2 или 3 вида карате, где нет боев. Кушинкай у меня был. Это что? Это ноги вообще? Или я перепутал? Именно бокс тебя пленил. Да. Ага. Слушай, и на самом деле, Ленар, если бы в то время, когда вот я начинала заниматься боксом, если бы я нашла бы секцию ММА, в то же время это вообще было не развито. Для меня это было что-то типа, знаешь, только за границей, только в фильмах из области фантастики у нас такого нет. Понимаешь? Если бы это было бы в то время доступно, и я бы нашла, я бы, несомненно, пошла бы в бои без правил. С самого бы детства. А почему не сразу борьба, например? Я не люблю борьбу. Не любишь? Она типа незрелищная, ты говорила. Она незрелищная. Для меня, да. Мне кажется, что борьба... Треугольники всякие. Сори. Было незрелищно, я тебе хочу сказать. Слушай, многие всю зрелищность боя сделала я, давай честно. Многие же не любят... Даже на треугольник попала зрелищность сделать. Я засяду через время, посмотрю. Глянешь. Да. Многие же не любят ММА из-за того, что там условно Хабиб переводит сразу в партер и занимается, или там какие-нибудь джиу-джитсеры ждут там лежа условно, и люди хотят зрелищность, а все заканчивается на полу за несколько секунд без ударов, вот такое. Ты против этого как раз-таки? Да я не то, что против. Мне ближе, мне без разницы, кто как дерется. Ты же видишь, я максимально такая, мне вообще плевать,
до всего, что вокруг происходит. Именно касаемо меня, мне ближе ударка. Мне кажется, вот я даже бои смотрю сама, когда там кто-то, знаешь, долбит его просто, там все в крови, знаешь, в кровище, там синяки, он упал, встал, уронил того, ну вот это же зрелище, понимаешь? А когда они просто там валяют, ты даже не понимаешь, что там происходит. Большинство людей в борьбе ничего не понимает. Да. Ты же знаешь, в ударке-то вот все понятно, что там происходит. Ну и что они там лежат? Какое-то бездействие совершают, что-то там пытаются там делать, обнимаются. Локоть туда, ну, ногу что сюда. это происходит? И люди просто вот так смотрят, ну, типа, что они обнимаются, лежат? Какой у тебя топ-3 ММА бойцов, мужчин и отдельно девушек? Все надо мной угорают, что я вообще бои не смотрю, знаешь? Ты что сказала, смотришь? Ну, какие? Вот эти, ты говоришь про зрелищность? Ну вот да, вот по я твоим просто, меркам. Честно сказать, я была на турнире в Новосибирске. Да, кулачка. Мне очень понравилось. Это было впервые в жизни. Кулачка — это круто. Я, в принципе, не хожу на бои, я, в принципе, не смотрю, не слежу за бойцами. И тут меня позвали, я думаю, да дай схожу, посмотрю, и мне очень понравилось. Это вот впервые в жизни я пошла смотреть на какие-то бои. Вот я про эти, кстати, бои сейчас и говорила, что он этого уронил, тот встал, этого уронил, и просто месиво. Я сидела и думаю, что за бои шикарные, просто, и каждый бой такой, там 10, по-моему, боев было, и один за другим бои, вот это все, один уронил, встал, другого уронил, вот это все, я думаю, как интересно. Я даже задумалась о том, чтобы я выступила бы не совсем в кулачке, а знаешь, есть такое подразделение бокс в ММА-перчатках. Типа ударки. К1 просто без ног. Без ног. Просто бокс, только не в боксерских перчатках, а в ММАшных. Я бы выступила там. Я что-то так посмотрела, думаю, как это красиво, как это интересно. Я бы с кайфом бы выступила бы даже. Чтобы удары, типа, чисто удары. Ага. Вот то же самое, что я дерусь, только без борьбы, без ног, без захватов. Просто вот как ты боксируешь, только в перчатки такие, знаешь, как шингар, чисто накладки. Совсем голыми кулаками я бы тоже не хотела, это очень травмоопасно. Очень. А вот в таких перчатках я бы выступила бы. И я даже задумываться начала, что если бы у нас была бы такая вот какая-нибудь лига, которая проводит такие бои, видишь, я даже не знаю, есть такая лига или нет, то я бы выступила. Мне это интересно. А топ-3 девушек, ты же, наверное, следишь за соперницами или там будущими соперницами, ты же все равно хочешь там, в UFC все-таки хочешь попасть? Да, конечно, хочу. Это мечта, мне кажется, каждого. Да, я хочу попасть в UFC, но я не слежу в жизни за тем. Видишь, это такая тема, что все очень сильно меняется каждый раз. Ты вот можешь побеждать, а потом какому-то там бойцу, который намного слабее тебя, проиграть. Такое тоже бывает. По неудаче какой-то. Ну, просто... Понимаешь? И тут... Да я не слежу за ними, честно. За Иркой Алексеевой слежу. Очень... Ну, это твоя подруга. Ну вот за ней слежу. Сейчас уже я слежу за ней. Да блин, я особо-то так не слежу ни за кем. У нас кто-то есть-то в UFC. Я вот только Иру знаю, что она в UFC. Очень... из девушек? Ну да. Я настолько не слежу, понимаешь? Расскажи про свой... стандартный тренировочный день подготовки. Там 2-3 тренировки, еда, питание, БАДы. Вот все, что у тебя, как у спортсмена. Именно, давай последний, да, там месяц подготовки. Тренировки по 2-3 раза в день. Кардио считается утренняя зарядка? Да, конечно. Ну, видишь, там программа, как правило. Там уже ты по какой-то программе двигаешься. И по питанию, да, я очень сильно ограничиваюсь. Я уже начинаю контролировать приемы пищи. То есть у меня нет вот этого беспорядка в питании, как я сейчас могу, например, себе позволить что-то неправильное съесть. Уже на подготовке этого нету. Я ем только правильную еду. В основном не жареная, в основном только вареная, пареная в духовке, что-то запеченное. Ну, пресное такое. Более пресное, да, поменьше соли, без соусов. Ну, такое уже. Побольше салатиков, побольше там углеводы с утра, долгие. Сколько у тебя примерно калорий выходит? Не считаю, никогда вообще не считаю. Я просто по порциям уже начинаю уменьшать. Никогда даже не пробовала считать примерно? Пробовала, конечно. Я по питанию пробовала, раньше считала. Это такая заморочь. На подготовке, как правило, ты же уже со временем понимаешь, в чем сколько калорий. Ты же знаешь эту тему. Зачем это считать?
Я могу так иногда, когда я продукт не знаю, так быстренько фацикрит его закинула, посмотрела, так, ага, все, у меня там примерно запас еще столько. Но чтобы прям сидеть и все забивать, нет, уже такого нет. Я же знаю, сколько там в курице, там белка. Я в основном считаю белки, жиры, углеводы. Я уже по калории плевать. И все, я стараюсь БАДы держать какие-нибудь. вообще все, что мне пишут. То есть ты анализ даешь, у тебя все там врачи. Да. Все на Омегу, профуровне. вот это все, витамин там Е, Д, С, вот это все пью. Все вообще. Там целый список. Я просто вот по списку пью, я даже не разбираюсь в этом. Вот что мне написали, я закидываю. Как правило, это вот такая горсть. Утром, вечером, да, закидываю. У меня сейчас так же, да, это Да, лучше. Да, я так и делаю. Просто без заморочи эту горсть закинул, запил, позавтракал, пошел на тренировку. Там в обед. Ну, я на 3 делю, понял? Там на завтрак выпила витаминов, в обед и на ужин. И тренировки. Вплоть до вечера, наверное. Ну, утром, вечером это железно. Всегда. Иногда бывает, что 3. Крайне редко бывает, что 3, но в основном 2 тренировки 100%. Это вот уже последний месяц. За неделю до конца, ну, до боя, например, уже 1 тренировка, там или 5. Да. Уже там вес подгоняешь, уже другие тренировки. Вообще девушкам тяжелее вес гонять, чем парням, как думаешь? 100%. Да? Конечно, конечно. В чем это, как это отличается? Во-первых, у вас нет Дней? дней. Спасибо большое. Во-первых, у вас нет дней. Я как-то поехала, ММА-серия, 3-й бой, по-моему, мой был. У меня начинаются дни. Я приезжаю, поддос жесткий. У меня начинаются дни, и у меня встал вес. Я психую, мне плохо. Понял? У меня же еще вот это вот начинается. Там же вот так у тебя настроение. Ты же, если вот вы, пацаны, вы стабильные. Вы либо вот так стабильны, либо вот так стабильны по наклону вниз, но вы всегда стабильны, либо вот так. У нас, знаешь, как это идет? Вот так вот. Вот так вот. Знаешь, тут ты на дне. Знаешь, я могу проснуться, и мне грустно. Понял? А к обеду мне уже весело. Ну, такая хрень. Это ужасно. Без причины, да? Ну, дни. Вот, я приезжаю, 3-й бой. Просто этого никто не знает, этого никто не видит. Но это имеет место быть. У меня встал вес. У меня какие-то вонючие там 800 грамм. Я ничего не могу с ними сделать. Я тренирую, я уже психую. Я психую на тренера. Я там чуть ли не его Как он это все вытерпел? Я ему после этого говорю: тренер, спасибо большое, что вы вообще были рядом, что вообще не отвечали мне, что... Он говорит: я все понимаю. Как он это понимает? Я не понимаю. И да, и все, у меня истерика. Просто меня там бомбит, то я психую, то мне плохо, то я уже, да все, я не буду драться. Ну вот это, знаешь? Вот это, знаешь, свой характер вонючий показываю. И что ты вот с этим сделаешь? Тренер красавчик, психолог. Тренер красавчик. Он прям смотрит на меня, я думаю, он думает... Просто смотрит на меня такой, знаешь, как типа, знаешь, ну, ребенок, знаешь, истерит. Так вот относился ко мне. Вообще, молодец. Ну, он как-то, я говорю: как вы вообще это все вытерпели? Он говорит: да я же все понимаю. Вот, например, дни попали, и я охренела. Гоняла вес. Психовала, истерила. Еще какие есть сложности? Ну, вот дни... Вообще, в принципе, вот про то, что я говорила, что вы стабильны всегда, мы нестабильны. Мне самой от этого тяжело. Очень тяжело. То, знаешь, у меня такое бывает, у пацанов я никогда такого не встречала. У меня такое бывает, что я приду, и я вообще не хочу ничего делать. Тренироваться. А завтра хочу. Знаешь? А послезавтра там я хочу тортик. Прям вот так вот мотается со стороны в сторону. Это имеет место быть. То есть дисциплину девушкам поддерживать тяжелее из-за вот этого? Намного. Тем, сейчас у меня мысль, мы должны больше уважать вашу дисциплину. А нет такого. Видишь, к сожалению, пацаны же через это не проходили. У вас нет такой проблемы, и вам никогда нас не понять. Да, я не понимаю тебя. Ты никогда не поймешь этот который происходит там на сгонке даже, да? Это же тоже вмешательство в гормональный фон. Ты знаешь, что во время сгонки, сушки ты можешь попрощаться с днями? Это серьезно. То, что очень мало жира у тебя, да? Да. У нас же процент жира в организме больше от природы должен быть. И ты же его убираешь, и это для природы неестественно. И все, у тебя дни вообще просто потерялись. Да, мне кажется, это страшно даже. Это страшно. Это страшно, действительно. Это тоже имеет место быть. Девочкам, в принципе, вот нам согнать 5 килограмм, это что вам согнать 10-12. Ну да. Это серьезно так. Ну да.
просто избавиться от воды, избавиться Даже, от наверное, тяжелее, жира. потому что мы же в 1,5 раза больше весим. И, да, даже, может быть, 15, наверное, килограмм. Твоих 5. Мне очень тяжело. Просто надо мной пацаны там стебут, типа, «Ой, ты пятак сгонишь». Эти 5 килограмм я с такими истериками гоняю. Чтобы ты понимал, мне последние дни уже плохо. Я ненавижу все вообще вокруг себя. А вот ты рассказывала, по-моему, про бразильянку, которая примерно твоего роста и бьется в 65, и типа ей пофигу. Вот ты не думала вот так тоже не гнать и выступать вот в 61? Про чемпионат Европы я приезжала. Приехали туда бразилы. Нет, бразилы, да. Он привез 3 девочек. Чтобы ты понимал, результат 3 из 3. Все первые золотые, места. да. Все золото, да. И вот эта бразильянка, я прям на нее внимание обратила. И, к сожалению, не помню, как ее зовут. Она такая, знаешь, чуть взбитая, чуть полненькая, ростом чуть-чуть выше меня и дралась 65. Она просто вот так всю Европу размотала. Прикинь? А может, у нее супер длинные руки? Нет, Нет, да, вообще она на чуть выше характере? меня. Да, она такая, знаешь, прыгучая на характере. Просто всех разбомбила. Я не скажу, что я так много гоняю. Честно, если мне драться в 61, это вот Ира. Ты видел нашу разницу? Ну какой у меня 61? Вообще, мне все говорят, что моя весовая 52. Это я в 52 еще не гоняю, потому что для меня тяжело. Я дерусь в 57. Чтобы ты понимал, все моего роста, даже чуть выше меня, все гоняют в 52. А еще ниже есть? Это я единственная в 57 дерусь. Остальные-то все в 52 гоняют. Мне кажется, это и твоя сила тоже. Вот мне легче не гонять. Мне легче вот остаться, чуть-чуть согнать, остаться вот в более тяжелой весовой и нормально подраться. Ну, кстати, последний бой я не восстановилась, я тебе хочу сказать. Последний бой у меня вообще плохо было со сгонкой, и я не восстановилась, и чувствовала себя ужасно. Еще на разминке Ира Алексеева заметила, говорит, что с тобой? Я говорю, ты видишь? Я говорю, вижу. Мне кажется, через полгода мы полностью всю картину узнаем, хотя вот как ты говоришь, ты все проанализируешь про этот бой. Ну, вот во время разминки мне и прям Ира говорит, что с тобой? Я говорю, ты это видишь? Она говорит, я вижу. Я говорю, я не понимаю. Я говорю, что-то со мной. И она говорит, давай, ты что, надо? Я говорю, я понимаю. Вот прям такой разговор у нас был. И я вижу, со мной был, мой товарищ с Новосибирска, и я там разминаюсь, пытаюсь себя что-то заставить делать туда-сюда. И при том, что я не горела, я не нервничала, я как-то, нормально все было. В принципе, как и всегда. Я же не в первый раз дерусь, у меня, в принципе, уже опыт есть, я понимаю, что происходит, какие процессы. Я вижу, как Ира подходит к моему товарищу и говорит ему что-то. Шепотом. Да. Я понимаю, думаю, все, видимо, все настолько. Это до боя, не это до боя, это вот все, вот нам выходить, вот. И я вижу, вот она подходит, что-то ему говорит, и он такой, типа... Я понимаю, что, видимо, настолько все хреново. Может, и не надо было это показывать? Нет, а какая разница? Я же сама все понимала. Я просто увидела вот этот момент, и я думаю, думаю, Зем, давай. Но я собралась во втором раунде. Я реабилитировалась, но, видишь, один хрен вот так вот. Ментальность что-то может быть. Я не знаю, мне еще долго над этим придется сидеть и размышлять. Я так поверхностно обдумала все, но ты же понимаешь, что все глубже. Ну. Все, я тут недавно сидела и думала, что, а может, в случае это и не существует. Я не была готова к этому бою, поэтому такой исход. Понимаешь, все бои до, я была к ним готова максимально, я была заряжена. А к этому бою, хоть я и подралась отлично, но я не была к нему готова. Я не была уверена в своей победе, как это бывает задолго до я дралась всегда. И мне прям надо посидеть и поразмышлять над этим долго. Долго подумать, почему вот так случилось. В какой момент я повернула не туда. Следующий бой у тебя уже известен? Наверное, надо разозлиться, мне кажется. Надо не то, что разозлиться, надо подготовиться к нему. В первую очередь морально. К этому бою я не была готова. Я не знала вообще, буду я драться, не буду я драться, как проект закончится, не дай бог травмируюсь. Я не настроилась к нему. Как будто я и не хотела, что ли, драться или что, я не понимаю, что вообще. Я говорю, надо посидеть, подумать, что... Ты же понимаешь,
что любая победа, любое поражение, вот это вот я сейчас до меня это доходит. Сейчас сидим с тобой, общаемся. Любое поражение, любая победа, это в голове. Ты можешь быть, вот как я, да, очень-очень сильным по сравнению с соперницей и проиграть. А ты можешь быть слабым, вот как она, да, чем твой соперник, и выиграть. От чего вот это зависит? Мне вот даже кажется, что, может, этого случая-то и не существует. Это в натуре все в голове. Может, она настолько... Она-то готовилась к этому бою, в отличие от меня. У нас же бой должен был быть в марте, 8-го. Они отказались, взяли перерыв. Все это время они готовились на меня, пока я там в проектах снималась. Я понимаю, что проекты тоже мне нужны, но все-таки, может, нужно что-то в приоритет ставить, что для тебя важнее. Она-то готовилась все это время под меня. Вот и все. И они согласились просто потом на 9 мая. А я такая, недооценив, подумав, что, ну, это что, прям пройду. Все, вот она меня и разобрала. У нее была очень хорошая подготовка. Очень... Потому что бой, который я видела... Ниже уровня? Намного. И то, что я почувствовала потом, она очень хорошо подтянула борьбу. Именно борьбу. В ударке там вообще все плохо, а борьбу она подтянула очень хорошо. И она проделала свою работу, она молодец. То есть вот так. Да. Позже еще через полгодика. Я еще подумаю. Да, через полгодика я вернусь к тебе, и мы еще раз об этом поговорим. Может, что-то новое я тебе расскажу. Пока не понимаю, что происходит вообще. Но мне полезно. Ну, то есть, ты же мирового уровня атлет. Твои мысли прикольные. Для меня полезные. Мне кажется, для людей тоже. О проектах. Ты на «Русском ниндзя», я вот единственное, что не смотрел. Когда была? Ты такие вопросы задаешь. Топ-2 драки, да? Это так давно было. Я люблю такое вкинуть. Я понял. А я сижу и размышляю, топ-2 драки. Даже вспомнил. Просто у меня в голове всегда есть что-то самое любимое, что-то, ну, из всех сфер жизни, да. Что не спросишь, я тебе скажу. Серьезно? Да, любимый фильм. Мой? Твой. Вот, типа такого. Я не знаю. Слышишь? Надо сидеть и думать. Не, ну ладно, это я так. Не серьезно. Даже тут тебе не отвечу, я не знаю. Я думал, знаешь. Нет. У меня «Аватар». Ладно. «Аватар» ты любишь? Да, да. Ну, хороший фильм, кстати, хороший. Да, он с детства как любимый, так и остался. Слушай, наверное, «Эффект бабочки». Смотрел? Ну, знаю, нет, вот его не смотрел. Но я люблю Просто понял, ту что версию, психологический. которая не для телевизора. Там же их несколько вариантов концовок. Да, режиссерская версия. Вот именно режиссерскую посмотри. Там вот есть вкидоны такие именно вот в этой версии, самая лютая. Мне вот она прям понравилась. Просто спрашивая про любимый фильм, если он как раз из такой категории, вот не как у меня, а вот кто-то говорит, например, там, «Начало», кто-то говорит что-то психологическое, там, и ты, получается, имеешь про вот эффект бабочки, вот что-то вот это в голове, какую-то настройку, что все влияет на все в будущем. Прикольно же это слушать. Да. Ну вот. Да. А ты знаешь, да, смысл фильма? Что ну да, про этот психологический эффект, да. Может вызвать да, или поменяв извержение вулкана. Да, либо поменяв. Слушай, я вот тут пока была... Где я была? А где-то я была? Ты где только не была. Я посмотрела фильм. Какой? Мультик. Здесь... я летела в самолете. Я летела в самолете и посмотрела мультик «10 жизней». Смотрел? Нет. Такой кайфовый мультик про кота. Не смотрел. Кот 10 жизней проживал... Он просрал свою 9-ю жизнь в коте. В коте, да. И ему, короче, там в раю, где там, дается еще 10 жизней. Он так бестолково умер, вот эта 9-я жизнь так бестолково просрал. Ты мне проспойлерила сейчас, да? Я тебе рассказываю, тебе придется слушать. И вот ему даются там в раю 10 жизней в обличии других животных. Он даже тараканом был. Не рассказывай, Посмотри. Я это посмотрю. Кайфовый, очень кайфовый мультик. Не, я и котов люблю, и вот 10 жизней, запиши, мультик с котом. О чем мы говорили до этого? Про кота. Про любимый фильм ты спросил, а до этого... Я забыла, а ты меня спрашиваешь про то, что было... Про 20-й год. Про «Русский ниндзя». «Русский ниндзя», да. В 20-м году. То есть у тебя, в принципе, хорошая хваталка, да? И физуха хорошая. Какие у тебя... Ну, типа, как ты делаешь физуху? Есть ли у тебя в тренировках тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, вот это все? Расскажи про рекорды. Слушай, я как-то одно из лето,
одно из лет Ага. поднимала со своим весом 62 килограмма, я тогда весила 90 килограмм, жим лежа, прикинь, на раз. Прикинь, Серьезно? сама охренела. Бля, Да. это парни Это даже так не видос сделают. Да, мне когда тренер, я еще ничего не понимаю в этом, знаешь, такая, и мне когда тренер говорит, это просто А есть видос? результат мастера, не знаю, надо его найти, этот видос, если вообще кто-то снимал, по-моему, он где-то был, если я его не просрала. Не, в 60-90 это 90, больше мастера. 62, больше Мастака? Ну, скорее, это Мне сказали Мастака. Мастака, ты, говоришь, типа Мастака выполнила. Но, давай так, я поднимала вес каждый день. Мне было интересно. То есть тренировка закончилась, я такая пошла, говорю, тренер, накидывай. И все, я там сначала свой вес 60 килограмм. Я всегда поднимаю свой вес на 10 раз. Это норматив сборной, он как-то у меня в голове отложился. То есть 60 килограмм на 10 раз я подниму всегда. Это тоже круто, да. Ну, вот сейчас не знаю, сейчас надо подготовиться. Но если вот я в тренировочном процессе, если я это делаю, 60 всегда на 10 раз. И я потихонечку начала поднимать, потом 65, 70, там 75, 80, и дошла до 90. Понял, на раз подняла. Это, больше никогда не поднимала. Супер выше. Больше никогда не поднимала, слышишь? Раз вот подняла, и на этом все кончилось. Может, Всё, ты и потом- сотку так поднимешь, если подготовишься. Мне было очень тяжело, я тебе хочу сказать. Не знаю, сотка, мне кажется, уже навряд ли, но вот... Ну, опять же, если я буду чисто этим заниматься, а там знаешь же, как было, ты пошел, потренил, подрался со всеми, там, вот это все и пошел поднимать такой. Это вот такая тренировка была. И я вот у Ирки Алексеевой, когда была на сборах, по-моему, в первый раз в Екате, они мне повесили вес, то ли 60 килограмм, то ли 70 килограмм, я не помню, присед. Я такая, знаешь, присела 10 раз, такие... А я это, в принципе, ненавижу делать, я это не делаю. То есть у тебя Мне нет было тяжелое легко. дерьмо в подготовке? Ну, блин, вот ноги я ненавижу. А вот жим я делала. С железом я работаю всегда. А Какие-то- становая? Становая, это что? С пола поднять штангу Нет, просто. нет, такого нету. И тяжелой атлетики нету. А это что? Именно. Какие Ну, это упражнения? когда штангу с пола только сразу наверх, либо... Нет, я такое не делаю вообще. А, Нет, я вот именно там бицепс, вот это мое любимое. Знаешь, вес поставил и пошел, понимаешь. Всякие на плечевой, жимовые, на да? грудь. Да, вот Ага. такое я с кайфом всегда делаю. Вот, с железом работаю. Я считаю, что это всегда надо. Это твоя физуха. Взрывы в гору. Я для себя относительно недавно, что лучший функционал у тебя, когда ты делаешь взрывы в гору. Мгм. Именно взрывы. Вот этот весь бег, там, по 20 тысяч километров в спокойном темпе, это такая херня. Но в моем спорте это не надо. Это, понял, ты на длительную какую-то внос. Можно побегать там раз в месяц по кайфу, легким темпом. Но вообще самое то, что нужно, именно, ну, я считаю, что в моем виде спорта, это взрывы. Именно в гору. Это такой функция. Ты Спринты, так например, задышишь. да? По В гору. 30 метров или больше. 30 метров. У меня сейчас там, знаешь, обезьянки вот так. Ну, сколько секунд, например, ты работаешь? Я прям вот серьезно для себя спрашиваю. 15 секунд. 15 секунд? У меня Ну, есть новосибирский биатлонный комплекс. Я там... В 50, наверное. Слушай, да неважно, на самом деле, от веса не зависит. Слышишь? Мгм. Ты сделай тоже 15-секундный взрыв в гору. Мне кажется, офигеешь. Это очень хороший функционал. И у нас есть биатлонный комплекс, и там, чтобы ты понимал, гора не такая, вот такая. Отвечаю. По ней руками надо лазать. Ну ты там прям бежишь в эту гору, и она никогда не кончается. И мы в нее раньше делали взрывы. Вот пока я в Новосибирске тренировалась, у меня был просто лютый функционал. Просто я передышивала всех. Мгм. Понимаешь, мне кажется, я вообще не уставала. Никогда. А потом я вот переехала сюда, здесь таких гор я еще не встречала, и вообще, в принципе, здесь гор нет, Москва какая-то ровная. Ну да. И все, я эти взрывы перестала делать. Просто, чтобы ты понимал, всякие беговые дорожки, это все такая херня. Вот именно взрыв в гору. Именно по такой дороге, знаешь, не по асфальту, а вот по такому. Просто гора, типа. Ну, просто в гору бежишь. Ну. Мгм. Ускорился, опустился. Ускорился, опустился. Я еще делала с минутой, там, знаешь, там до блевоты. Ты 4 взрыва сделал, уже у тебя вот так вот голова кружится, тебе плохо, тебя тошнит. Да, Вот до такого состояния ты тренируешься, наверное, да? да, это вот так вот, только так функционально. Я просто бывает. слышал, 2 человека тоже где-то там на подкасте общаются, и человек хейтил вот эти длинные пробежки, как там Тайсон, как Мухаммед Али, вот для боксеров. Мгм. И вот сейчас ты примерно похожее говоришь. Оказывается, это так. Он и тоже есть, да. хейтил? Я просто... Да, он говорит, лучше делать Короткие да, взрывы. спринты, он говорил. Да, короткий взрыв. 100%. Раньше просто мы бегали. Я не вижу в этом смысла. Для чего? Мгм. Я что, буду час драться, что ли, или что?
Нам-то нужны вот эти взрывы и быстрое восстановление. А у девушек 5 по 5 тоже? Это за пояс 3 по 5 вообще. 3 по 5. Ага. За пояс 5 по 5. Угу. Прикольно. Когда ты там будешь смотреть. А «Русский ниндзя»? Чем он тебе понравился? Это был мой первый проект. Угу. Первый опыт. У тебя уже такой. была там популярность в ТикТоке? Да. Угу. Там всего лям, по-моему, был. Или... Всего лям. Ну, что-то было, да, в ТикТоке. Угу. Что-то было. Инста было не так раскачано. Да, вот русский ниндзя был. Ну, слушай, для меня это тяжело. Сейчас еще и русский ниндзя, он стал такой более супер ниндзя же, да? Сейчас же просто русского ниндзя нет, сейчас есть Да, супер да, ниндзя. супер ниндзя на СТС. И да, и там прям такие упражнения, ну, в смысле, такие испытания, что там только ниндзя пройдет. Ну да, да, усерщики только. Да, усерщики. Чисто для усерщиков. Какой мне, куда там мне? Еще и с моим ростом. Там же все под один рост. Ну, кстати, да. Я-то коротышка. Угу. «Титаны» как тебе? Очень понравился проект. Очень лютый. Мне прям зашел он. Ты пошла бы там в 3-й, в 4-й сезон? Ну да, почему нет? С удовольствием. Мне он зашел. «Гладиаторы», что скажешь? Хороший проект. А ты что скажешь? Я скажу, что мы делали гораздо больше, и в эфирное время это не вставили, а я бы хотел, чтобы вот это вставили. Ну, в целом, тебе как проект? В целом, как мне проект? Он похож на BBC, и я много от кого слышал, что... Что такое? Я слушаю тебя внимательно. Что все накомкано, и ничего не понятно. Тебе тоже ничего не понятно? Я, учитывая, что я там был, мне все понятно, но как я зрителю... понимаю, как людям много чего непонятно, и вот, например, гладиаторы и участники, самое большое, а кто из них кто, и почему я не участник, вот так у меня спрашивают. То есть это, видимо, как-то не объяснено, но это делают сравнено с BBC, а там уже все давно всех знают и все понятно. Я думаю, вот в этом ошибка, я бы это исправил, поменять как-то, ну, то есть не сами бои, а объяснения, и сделать бои и что-то рядом с нами, с персонажами. Ну, может, я от себя, конечно, говорю, чуть шире. Вот, поэтому, когда мы там выступали, у меня было все 10 из 10. Я думал, такая шикарная будет, если еще упаковать. А сейчас, мне кажется, на 5 из 10. Чисто из-за монтажа. Тебе монтаж? Мне монтаж не нравится, да. Все остальное, ну, блин, вот как я это вижу, как я хотел это видеть, я всем рассказывал, пушка, гонка, все четко будет. А сейчас я понимаю, ну, я еще верю в то, что что-то поменяет, потому что после 3-й серии нет. Я не знаю. Почему после 3-й серии? Люди мне говорили, чуть больше понравилось. Как будто, может, я просто первые 2 не смотрел. Я тоже. Я отрывки с собой посмотрел, и мне что-то как-то ну, я не люблю на себя смотреть. Кринжа ловлю, да. Ну, как-то тяжело смотрю, вот то, что то, что под другим углом, не от меня. Да, то, что не то, что ты ожидал, да? Короче? Ну да. Что так, молчишь? Я услышала тебя. Ну, слушай, это действительно как будто бы ты прочитал книгу, а потом смотришь фильм, знаешь, да, вот это ощущение. Ну, ладно. Мы с тобой были в книге, мы с тобой были внутри, да, изнутри все было, я тоже думаю, у меня тоже были такие мысли, типа, это разбомбит просто все, перекроет все проекты. Ну, я не знаю, разбомбило это все проекты? Статистика показывает, что нет. Просмотры, я не знаю, где они смотрят просмотры, но вот как-то так. Ну, значит, не разбомбило. Ну, я еще верю. Блин, я как бы думаю, что это какая-то вот штука, что не я решаю, но кто-то что-то решит, и по-другому будет. Потому что, ну, классный же проект вообще внутри был. Внутри он был просто шикарный, лютейший, честно. Угу. Как он получился, я, к сожалению, не смотрела. Ну, позовут на 2-й, ты бы пошла на 2-й? А ты? Да, точно. Точно пойдешь? Я даже никуда заявки не кидаю специально. Серьезно? Да. Хочешь на 2-й? Да. Я не знаю, вот мне сделают предложение, то... Ну, почему нет? На самом деле, почему нет? Да, я бы пошла. Я бы пошла бы на любой проект. Мне, в принципе, это все нравится, понимаешь, этот движ.
А кому как не тебе еще? Ты же и боец. Давай и всё. честно, мне очень сильно понравилась наша съемочная группа. Да, да. Я прям к ним питаю чувства, понимаешь? А в «Титанах» так же Режиссёры. было как-то? Ну, больше вот этой вот истории человеческих отношений. Нас там было до хрена, давай честно, Ну да. в «Титанах». И объем работы, что ли, там был другой как-то. С нами там так не были, ну как... Тесно. Ну, нас Уважительно. было до хрена, нас было 100 человек. Не, ну они как бы все очень хорошо с нами, да, очень. Там есть те, кого я очень сильно люблю. Например, у меня брали синхроны, обожаю всю команду. Звукари, обожаю просто. Особенно я постоянно орала «Айдын!» Типа Ну, такие. ты такой человек, с Юлю. тобой прикольно так Ну, общаться. я их всех люблю. Вот с кем я, давай так, с кем я контактировала в «Титанах», я их всех очень сильно люблю. Они прям мне все очень близки. Кто со мной работал? Я от всех без ума. То же самое произошло с «Гладиаторами». Просто «Гладиаторы» с нами теснее общались, давай честно, потому что нас меньше. Ну да, Нас да. меньше, и они с нами как-то более индивидуально работали. Вот такой момент присутствует. Если бы в «Титанах» с нами бы теснее работали, я бы там бы больше бы людей бы запомнила, и с большим бы контактировала бы, и больше бы полюбила. А там нас было до хрена, ну правда. Я вылетела вообще в 5-й серии, когда нас еще до хрена. Понимаешь? Ну да. Ну, на тебя было бы прикольно подольше посмотреть. Там больше Я могла. ха-ха ловила там. Как всегда. Ага. Хочу поговорить про твоих хейтеров. У тебя немало основных каких-то мыслей, которые больше говорят по-хейтерски. Вот, например, мужской тейк про то, что, ну, как ты выглядишь, как ты себя ведешь. Ты на это много уже отвечала. Ну вот, в общем, почему тебе вот не важно выглядеть женственно? Это я еще женственно выгляжу, Динар. Вот фотку, которую ты собрался вставить, которую я тебе никогда в жизни не дам. Я тебе хочу сказать, что я максимально леди. Если мы ее найдем, она еще раз. Нет, ты ее не найдешь. Ты ее не найдешь, я почистила все. Если не найдем, там будет Слушай, черный я тебе хочу сказать, что я изысканная леди. Я не понимаю, что им не нравится. Ну, слушай, давай так. Во-первых, они говорят, что спорт сделал из меня пацана. Ага. Нет. А ты как скажешь? Да я хочу сказать, что я с возрастом стала, мне кажется, более... Хотя бы вот хвостик отрастила. Понимаешь? Раньше у меня прическа была, как у тебя. А, да? Ну да. Вот это. То, что ты не найдешь никогда. Я через нейросетку твою фотку вставлю и напишу. Представь, что ей 12 Примерно лет, так, да, и было. она с... Не 12, даже лет до 18, наверное. Я в бокс пришла, я уже вот еще так выглядела. Где-то в 21 я уже, в 21-23 я уже отращивать волос начала. Почему? А я поняла для себя, что мир тебе легче так жить. Ситуация. Я ломаюсь на дороге, выгляжу как ты. Ни один человек. Типа на тачке? Да. В Новосибе еще по молодости ни один человек вообще не подъехал, не остановился. Выходит моя подруга, такая, знаешь, красивая, с длинными волосами. Сука, мужики, вы такие ужасные. Просто один за одним останавливаются помочь. Я думаю, ах вы суки, то есть брату ближнему вы не поможете, а просто девчонка стоит и вы поможете. Тогда я для себя поняла, что мужики вообще говнюки. Ну, Отвечаю да. тебе. Отвечаю, просто я охренела. И я, анализ провела ситуацию, думаю, угу. Потом меня вообще, вот, пока я выглядела с такими волосами, как ты, я же маленького роста, сама по себе маленькая, для пацана я вообще маленькая. Плюс как я хожу, ты же видишь, моя походка такая, нагло выгляжу. Каждый мужик твоих габаритов хотел до меня докопаться, побить меня, такая, знаешь. Чего? Нет. Прикинь. Как это так работает? Да я не знаю, всех что-то меня задевало. Докопаться, типа, какое предложение? Самоутвердиться, я не знаю, грубили, понял, такая херня. Думают, что я пацан грубят как-то, знаешь. Я поняла, что ваш мир мужской ужасен. Угу. Я понял, о чем ты говоришь. Ужасные вы, отвечаю, вы вообще друг с другом, общаетесь ужасно. Я же не переношу грубость. И для меня это меня сразу трясти начинает, я прям все. И не всех пацанов касается, но в большинстве вот так вот, если не левые какие-то. И я что-то думаю, да я торчу, посмотрим, да, что вообще будет. И я удивилась. Мне начали помогать мужики на дороге.
понял? Я думал, ах вы суки. Ага. Понимаешь? Мне перестали грубить. Мужики притом, понимаешь? Я не говорю про женщин и девушек. Мужики перестали грубить, понял? Перестали пытаться меня уничтожить весь мир мужчин. Я думаю, как это работает, интересно. Понимаешь? Я удивилась. И я не понимаю, почему... Я, кстати, вот ты говоришь, как к хейтерам отношусь. Не только у меня они есть. Мне вот сейчас начали попадаться рилсы, где девчонки пишут, что их хейтят мужики. Да мужики, да вы чё, с ума сошли? Где ваше мужское? Я вот сейчас не за себя говорю. То, что они мне пишут, мне пишите. Мне надо. Мне надо, мне пишите. А вообще, как вот они какую-нибудь симпатичную девочку начинают там парафинить. Вы что вообще творите? В смысле? И она просто выкладывает следом рилс и пишет. Это действительно ведь так, что... Когда она, по-моему, написала, что внутри, то и несем. Что в нашем внутреннем мире, то и мы несем в окружающий. Чем наполнен. Тем типа и делимся. То и транслируешь. И она выкладывает там комментарии, типа, красотка, лучшая, там, туда-сюда. Красивые девчонки. И начинается, типа, стрёмная, фу. Там какой-нибудь бомж с района, знаешь, там алкаш какой-нибудь, знаешь, у которого зуба нет. Прям стрёмные мужики, знаешь, которые за собой не ухаживают. Вот примерно такие у меня хейтеры. Как я могу к ним? Нормальный мужчина никогда в жизни не напишет херню. Ты же сам это понимаешь. Ну, ты будешь какой-нибудь девчонке херню писать? Не, вообще никогда. Понимаешь, да? Нормальный, адекватный мужик никогда в жизни не позволит себе вот так вот высказаться в интернете. Такое будут только писать, ну, чмошники, давай по-честному. Как я могу относиться к чмошникам? Ну, никак. Ну, пускай пишут. Они поднимают мне охваты. Я им очень за это благодарна. Но это очень разумное, у такой разумной личности, как у тебя, такое мнение. А всегда ли так было? Ну, всегда ли тебе было там пофигу, или ты... Раньше я радовалась, что они мне пишут. Ну, и, в принципе, как и сейчас. Это же тоже охваты, это же тоже... Ты видишь, как я, в принципе, отношусь к мнению людей? Как я на него клала. Ну да, это я заметил. Ты видел? И, ну как я могу относиться? Левый мужик какой-то мне что-то пишет, левый человек. Но бонусы типа длинных волос ты уже получила, и как-то к этому присоединилась. Моя жизнь стала спокойнее, понимаешь? Я перестала участвовать в уличных драках, понял? Я перестала... Проблемы, понимаешь, которые отвлекают меня от моей цели, они ушли. Понял как? То есть на меня перестали там за рулем кто-то там губами шевелить. Я понял, что я там где-то как-то не так. Просто, ну да, случайно подрезала, улыбнулась, все, от меня отстали. А если бы я выглядела как пацан, там, ты чё, догнал, подрезал, достал меня из машины, знаешь? Такое было? Да. Умоляю, да. Это что, обычная тема. А когда они узнавали, что ты девушка, какая у них реакция была? Я уже не помню, слушай. Я не помню. Это было так давно. Ну, просто помню, что ну, вот такое было. Сейчас вот такого нет. И как будто бы я еду по своим делам. Ну да, я случайно кого-то подрежу, например, да. Нахрена мне вот эта вся возня? Как будто у людей дел мало. Ну, кстати, в Москве этого нету, но в Новосибирске это процветало. В Новосибирске чуть другие люди, да? Вообще. Ну, вообще Сибирь, как бы, суровость. Прикинь, раньше туда на каторгу отправляли, в ссылку. Ну да. Какие там люди могут быть, а? Ну да. Ну, просто, мне кажется, все, никто не работает. Ты видел, что творится на 8 марта, там у нас площадь Калинина есть, просто машина на машине вот так стоит, тюльпаны продают. У меня просто вопрос, вы что, нигде не работаете? Вы столько народа, понимаешь? Просто каждый второй, там, каждый первый бизнесмен, что-то какие-то непонятные движения. Новосиб, что скажешь? Все ушлые такие. Но я был только в зоопарке, большой зоопарк. У нас лучший зоопарк, ты знал? Ну да, я поэтому там был. Да. Еще хейт. Давай. Я люблю хейт. Да. Честно скажу. Ты мусульманка, и не сочетается, что, ну, то есть по Корану как-то предписано выглядеть девушке, и ты не выглядишь так. Ну, и там многие даже хейтят просто бойцов, что они в шортах занимаются боями. У меня есть друг, прям друг, он марокканец, и он мусульманин. Ну, то есть север Египта, почти там юг Европы, вот так вот они. И он ходит в дредах, у него такие усища, ну, борода. Он такой, он выглядит как из GTA 4. Я поняла. San Andreas, короче, такой. Он полумексиканец, полумарокканец, такой, короче, тип. И он говорил, что он мусульманин. Но в одно время мы с ним тусили, мы с ним вообще жили даже в одном месте. И он постоянно много курил. Я говорю,
И он мне иногда говорил что-то про Коран. И я говорю, а как в Коране описано, типа, сигареты, иногда там алкоголь, может быть, Нельзя, какие-то... да? Может... Ну, он говорит, что нельзя, да, но потом он все, конечно, прекратил, он сейчас вообще поженился, в общем, вот супер праведный образ жизни по вот всему тому, что он мне говорил. Но он тогда еще мне говорил, ну, такой на вайбе, он такой мексикано-марокканец, такой, эй, бро, лучше, чтобы человек курил, но был добрым, и все соблюдал, не знал никому зла. И там, чем человек, который бреет усы, но дерется и там везде все плохое делает. И я такой понял, что да, вот в это надо стремиться. Это вот сидит у меня внутри, я просто, видишь, как-то особо не хотела обсуждать это, из меня прям тянешь. Да, наверное... Не, могу не тянуть, просто эта мысль, она важная, я считаю. Я также считаю. Это же мое, мне за это отвечать там, понимаешь? Окей, я отвечу за свое. Это никак не касается, остальных людей. Я же никому не вру, никого не обманываю, никого не убиваю, да, там, не совершаю каких-то плохих поступков. Ну, понял? И ты говорила, что про флаг, хочешь носить флаг, гимн, а я так и не понял, какой флаг, азербайджанский или российский? На бои? Да. Я хотела выходить, честно сказать, с российским флагом. Но нельзя. Нельзя. А ты можешь, или ты ходишь с азербайджанским? Ни разу не ходила. Почему? Я очень люблю Азербайджан, да, как бы это моя родина моих предков, но давай не будем забывать, что все-таки я родилась и выросла в России, и это мой дом. Мне уже как бы здесь мой дом, понимаешь? Я всю жизнь дерусь за Россию, всю жизнь выступаю за Россию. Не знаю, Россия мой дом. Я люблю очень сильно свою родину, понимаешь? Я прям люблю эту страну. Я такой, знаешь, как не патриот, я не знаю, как тебе сказать. Я люблю, свой дом. Это мой дом. Понимаешь, я хочу выступать за свой дом. Для меня, как, прикинь, с этим флагом выйти, мы разматываем весь мир, прикинь. И вот с этим флагом выйти, это кайф. Мне бы если еще разрешили, я под наш гимн бы выскочила, отвечаю. Не знаю, для меня это кайф. Я вот так вот вижу себя в спорте. Нельзя, да? Нельзя, не разрешают. Может, скоро можно будет? Как будто что-то Вот чувствуется. Как только это можно будет, я выскочу. Но я бы с удовольствием, на самом деле. А тебе предлагали там переехать, место жительства поменять? То ли там в Сингапур, или там, если в UFC сторону, или ты сама думала, или тебе менеджеры там Были накидывали? предложения как-то, слушай, я даже не помню, что же мне предлагали. Да, про другие страны открывали вопрос о переезде моем. Я категорически нет, я хочу выступать за эту страну, я хочу жить здесь, я не хочу жить в другой стране. Я хочу жить здесь, я хочу вот все, это моя база, это мой дом. И я бы просто летала бы куда-то, вот даже про теплые страны говорят, да. Зимой я бы летала бы отдыхать куда-то, знаешь, зимовать, потому что я не люблю холод, не люблю зиму, вот единственное, что я ненавижу. А так нет, отсюда меня ничего не заставит уехать. Я прям люблю здесь жить, мне здесь нравится. И у тебя был шортс такой. Тебя спрашивают, задумаешь ли ты о семье? Конечно, задумываюсь. Но чтобы была семья, это, семья в смысле дети. Я хочу детей. Но мне пока не от кого их рожать, да и вообще я, в принципе, рожать не хочу, это биология, да. Да. Там 2 человека. Там надо 2 человека. А как будто бы одному невозможно это сделать. Одному вроде как. К сожалению, да. Плюс рожать. Для меня это такая тема. Я не хочу рожать, Динар. Это уход из спорта. На 2-3 года точно. Это, во-первых, уход из спорта. Да. Второй момент, что я зубы-то лечить боюсь. Ты бы видел истерику, когда мне винты ставили. Какое рожать? Там еще и на живую, когда ты на это... Нет. Ни за что в жизни. То есть, нет, я не готова морально к этому. Мне кажется, я никогда к этому не буду готова. Но детей бы я хотела очень сильно. Очень. А вот как ты видишь? Вот тебе сейчас 33. 34. Блин, ты выглядишь на 2. Это обязательно вырежем. Ну, на 26 где-то там. Что-то такое. Меня недавно кто-то встретил, спрашивает, сколько тебе лет? Я говорю, 34. Такие,
Типа, ты, говорит, выглядишь на 22. Я говорю, Блин, 34. Что-то Это же есть, взрослый прям человек. ну да, уже как будто бы. Да. Плюс у тебя очень много спортивных целей. Мгм. Все-таки я нигде и сейчас не слышал от тебя, что ты вообще что-то говоришь про возраст, ты как будто его не чувствуешь. Или Да, чувствуешь? да. И знаешь, почему? Я тебе хочу сказать, что я в 34 года, 33, физически и функционально чувствую себя лучше, чем в 23. Я не шучу сейчас. Серьезно. То есть с опытом? Или все-таки режим и дисциплина лучше стало? Ты же знаешь, что мы с возрастом... О, представь 18-летнего пацана и 30-летнего мужика. Чувствуешь, какая разница между ними в плане физухи? Да Ну, щенок 30-летний еще. это мужик, Ну, да. конечно, а 18-летний еще женщин так же. Мгм. Ты крепнешь. С годами ты крепче становишься. Ну, в какой-то момент, конечно, будет спад уже, как и у мужчин, просто у мужчин позже. Но, да, я чувствую, что у меня как связки стали, ну, как тверже, кость, блин, стала плотнее, я не знаю, мышцы стали больше мышечной. Процент жира стал меньше, с возрастом же он уходит сам по себе даже. Мгм. И суши я да я это чувствую, понимаешь? И вот бой, я дралась, первый бой с китаянкой, 22 года ей было. Я прям чувствую, что со мной Югао. Ага. Я прям чувствую, что со мной ребенок дерется. Сколько Да, это? она наученная, 22. А. Я прям чувствую, что ребенок со мной. Я ее вообще не почувствовала. И она, да, она обучена. Она там какие-то локти засовывает, понял, какие-то движения делает интересные. Думаю, да, обучена. Этот ребенок хорошо обучен. Но в плане физухи я ее вообще не почувствовала, как будто я с ребенком там дралась, понимаешь? Мгм. Так А и вот- вот. А вот тут я дралась с 30-летней женщиной, ты знаешь? И я ее почувствовала. Почувствовала В плане опыт. физухи. Не, в плане я почувствовала и силу физическую. Я почувствовала, что со мной уже не ребенок дерется, а женщина. Ну, ты сказала, что ты жмешь 90, это... Сейчас-то не жму. Но все равно, вот сейчас ты, допустим, 80 жмешь. Нет, ты что, мне кажется, сейчас 60, да даже не выжму. Я это Ты же делала, говоришь, 60 на 10 всегда жмешь. когда я подготовленная к этому. А. Понял? То есть А. мне надо сейчас недели 3, каждый там тренировочный процесс это делать. Сейчас, мне кажется, я полтос на 10 сделаю 100%. 55, вот так. Ну, вот это где-то 75. 60 я сделаю, может, на пару раз, вот так вот. Но все равно, у тебя физуха, мне кажется, сильно Всегда- выше всегда- всех. Да. Сильно выше В всех. 23 года я так не умела делать. Мгм. То есть в 23 года дай мне 50 килограмм, скажи, выжми, и я вот так вот. Понял? И вот, то есть, как вот в этом возрасте или вообще всегда, когда человек начинает уже спортивную карьеру, он как-то планирует, когда у него там будет пик или когда у него будет выход. Планируешь ли ты такое? Допустим, 45. Мне кажется, я сейчас на пике. Ага. Ну, это примерно плюс-минус тот возраст. А посмотри на бойцов UFC, кто в топах. У них всех возраст 33, 34, 32, 30, после 30. Выход, когда планирую... Слушай, я его не планирую. Вот пока могу драться, я буду драться. Как только я почувствую, что, ну, все, пошел спад, и я ничего с ним не могу сделать, тогда, да, я буду уже, ну, выходить из спорта. Пока все отлично, тьфу-тьфу, я могу драться. Я могу драться, мне позволяет это функционал, мне позволяет это, ну, как ментал позволял. Ментал позволял. Пока что. Просто... Ну, такие моменты, как бы, пока могу драться, буду драться, там дальше посмотрим. Прям такого, что плана все там в 37 я закончу, нету. Вдруг в 37 я буду еще лучше себя чувствовать, я же не знаю, что будет со мной. Ну да, в 37. может. Просто ты человек, который, по сути, всегда и дрался, и всегда всю жизнь. имел профессиональную подготовку. Да. И мне кажется, ну, у тебя какие-то другие там хобби или еще чего-то есть, что ты на что ты еще больше тратишь время? Наверное, так нету. Вот, и раз, и выйти, это, мне кажется, Ну да. тяжко. Да. Вот 2 года, когда я... Хотя нет, слушай, 2 года, когда я вообще не выступала, вот с 25 до 27 лет, даже и не хотела, прикинь. А потом в моменте как-то так резко захотела, представляешь? Мгм. Тоже 2 года вообще не хотела боксировать, именно боксировать. Думаю, не, типа боксировать. Я перетрен, там, нахавалась, вот это все. Перегорело, да, что-то. Да, а потом, когда вот предложили мне, я согласилась, я думаю, как будто бы хочется выскочить. Понял? Мгм. Пока не знаю, посмотрим, как дальше будет. Мгм. Ну, планы в UFC Хотелось бы очень, да, очень на планирую. пике. Видишь, все равно они тоже смотрят на возраст. 3-4 это уже такой возраст, знаешь, для UFC. А девушки там какие средние? Топа примерно такой возраст. Но Ну мне вот же до всё. топа еще надо дойти, понимаешь? Это же Ну, не сколько это, 1-2 пару года. лет? Ну да, Если будет ты уже на пике. 36. Это уже до хрена. Мгм. Они любят подписывать там 28 лет. Такое. 26, 30. И в конце
подкаста у меня есть типа Блиц? блиц, но не блиц. То есть я тебе говорю слово, и тебе нужно попытаться дать ему определение, можно долго думать. Но такое емкое, четкое, чтобы оно вот от тебя было. Я ж тупая, ты забыл, какой у меня маленький словарный запас. Так говорят люди отнюдь не глупые. Что для тебя такое сила? Какая сила? Ньютона. Внутренняя? Ньютона? Это, по-моему, F равно масса на ускорение? Нет? Да? Нет? Ну Нет. да, она. В натуре? Да, ты. А ты говорила, что ты не умная. Нет, сила человеческая. Человеческая сила. Подумай, да, можно? Что-то, наверное, ближе к духу, к характеру. Наверное, сила — это умение человека справляться с какими-то беспонтовыми, сука, ситуациями, не сдаваться 100%. Ну, понял, в трудные моменты перебарывать, не давать себе сдаваться. Сила, наверное, это твой характер. Можно я загуглю? Ты ужасен. Ну, вообще было. Дальше. Да. Слава богу. Что такое путь? Путь? Да. Путь. Можно думать много. До завтра Путь. просидели такие. Путь. Слушай, ну путь. Ты человек, путь, который путь. Ну, путь. Ну, ты же знаешь, путь. Вот я шла от дома до сюда. Тоже Ещё. путь. Расстояние, да? Расстояние, да? Нет, Ну, такое, человеческий. Человеческий путь. Это, наверное, ситуации, которые происходят с человеком, ну, как в течение пути, в течение жизни, там какого-то определенного промежутка. Это и взлеты, и падения, и подъемы, и вот это все в сумме. Ну и вот то, как человек с этим справляется, где-то не справляется, это и есть путь. Мгм. И что такое счастье? Счастье! Как миленько! Мне так нравятся реакции твои. Это тебя видеть рядышком сейчас, Динар. Не-не-не, давай. Ты мое счастье. Большего счастья я не испытывала. Давай еще. Счастье — это твоя улыбка Не сейчас. еще про меня, а еще тебе не про нравится? определение. Счастье. Мне это нравится. Счастье. Слушай, ну, у каждого же оно свое счастье. Это то, что делает человека счастливым, ну, то, что радует, наверное, то, что дает душевный какой-то покой в сердечке. Для меня конкретно счастье — это здоровье моих родных, моих близких, и их эмоциональная стабильность. Вот это для меня счастье. То есть связано с людьми рядом. С семьей, да, я очень их люблю. А как это связано с путем твоим? Счастье. Счастье с путем. Слушай, ну я же, наверное, для них это все делаю. Как Да. Для них в том числе, ну, конечно, да. Я хочу, чтобы мои родные никогда в жизни не работали. То есть у тебя цель такая, да? Помимо всех я плюшек бы- классных. Да, я бы очень сильно хотела бы, чтобы у них было вообще все. Чтобы у них было все, и чтобы они вообще, ну как, не работали столько, сколько сейчас работают. Я хотела бы вывозить их отдыхать куда-нибудь в теплое место, там, раз в год стабильно, всегда. Хотела бы зимовать их куда-нибудь увозить. Ну, такие моменты. Хотела бы подарить бы по гелику и маме, и сестре, такие моменты. Мгм. Купить дачу где-нибудь в Подмосковье. Ну, такое, знаешь. Сильно. Да. Круто. Ну все. М? Да. На этом все. С вами был Динар Конг, Зефира Алиева. Туда Весь мир, ставьте комментарии. Я это на субтитры еще хорошо сделаю. Пока. Спасибо тебе большое. Спасибо. Пока.